Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Наверняка многие из вас, так же как и я, хранят остатки обоев после ремонта. Обычно они годами пылятся в шкафу в квартире или на даче. Их вроде бы и выбросить жалко, но и толку от них немного. Сегодня я покажу, как можно пустить их в дело. И наверняка вы уже догадались, что сегодняшнее видео снова об организации и хранении. Ну что, приступим к работе. В первую очередь нам понадобится любая картонная коробка. Но мне нужна была коробка определенных размеров, поэтому я вырезала из разных коробок детали нужного мне размера. Все боковые стеночки я вырезала с припуском примерно в 5 см по нижней стороне. Так дно будущей коробки получится прочнее. У припусков срезаю края под 45 градусов. И с помощью термопистолета склеиваю все боковые детали друг с другом. Все стыки для прочности я промазала термоклеем с внутренней стороны. Дальше вклеиваю внутрь коробки донышко. И с размером донышка я что-то напутала. Оно получилось чуть меньше, чем нужно. Но это не страшно. Я просто отрезала недостающую полоску и подклеила ее термопистолетом. Все углы коробки с внешней стороны я проклеила малярным скотчем и им же оклеила торцы. Коробка готова. Теперь займемся ее будущим декором – полосками из обоев. Ширину полосок рассчитывайте исходя из размеров своей коробки. У меня боковины коробки 27,5 см и 30 см. И сначала я решила делать полоски шириной в 3 см. Для этого отрезаю от обоев полоску шириной 12 см. Резать обои удобнее всего канцелярским ножом. Складываю полоску пополам вдоль. Разворачиваю и подгибаю края к центральной линии. И складываю снова пополам вдоль. В итоге получается полоска шириной 3 см. Но так как мне нужно было целых 3 одинаковые коробки, остатков обоев на все коробки мне бы не хватило. Поэтому я решила делать полоски более экономно. Отрезаем от обоев полосу шириной 6 см. Складываем ее пополам вдоль. Разворачиваем и подгибаем края буквально на полсантиметра. И снова складываем пополам вдоль. В итоге получается полоса шириной 2,5 см. Таких полосок нужно сделать достаточно много. Сколько именно, зависит от размеров вашей коробки. В описании под этим видео я оставлю все размеры моих коробок и все мои расчеты. Возможно, такая информация окажется для вас полезной. Можно оставить полоски и так, а можно прошить их по бокам на машинке. Со строчкой полоски смотрятся еще симпатичнее и интереснее. Но, повторюсь, можно оставить и так. Тоже получится аккуратно и хорошо. Если будете прошивать полоски на машинке, то сначала прошивайте ту часть, где находится центральный сгиб, а потом уже ту сторону, где подгибались края. Так полоски будут ровнее. Все материалы подготовлены, можно переходить к сборке. Берем полоску, промазываем один ее кончик термоклеем и приклеиваем к верхней стороне коробки изнутри, начиная от самого угла. Так, чтобы полоска выходила из коробки и опускалась вниз. Приклеиваем таким образом полоски по всей длине.
Лишнюю длину обрезаем. То есть длина вертикальных полосок должна быть равна высоте коробки плюс еще 1,5-2 см. Я все срезанные кусочки полосок буду дальше использовать в плетении. Теперь берем еще одну полоску, располагаем ее горизонтально у самого верхнего края коробки и приклеиваем ее кончик под одну из вертикальных полосок. Дальше эта горизонтальная полоска будет по очереди проходить то над, то под вертикальными полосками. Так как длина горизонтальной полоски у меня небольшая, в процессе работы я буду ее постоянно наращивать. И важно все стыки располагать под одной из вертикальных полосок. Так плетение получится аккуратным. После того, как первый горизонтальный ряд завершен, берем новую полоску и приклеиваем ее в шахматном порядке. То есть теперь горизонтальная полоска должна проходить над вертикальной полоской, если в предыдущем ряду она проходила под ней, и, соответственно, под вертикальной полоской, если в предыдущем ряду она проходила над ней. Все вертикальные полоски в каждом завершенном ряду лучше тоже подклеивать термопистолетом, чтобы плетение нигде не топорщилось и выглядело ровным полотном. Итак, ряд за рядом оклеиваем всю коробку. Занятие это достаточно быстрое и совсем несложное. Просто контролируйте, чтобы и вертикальные, и горизонтальные полоски располагались ровно. После того, как будет приклеен последний горизонтальный ряд, подгибаем кончики вертикальных полосок и приклеиваем их к донышку коробки. Теперь займемся донышком. Во-первых, у нас осталось углубление по центру. Вырезаем по размеру прямоугольник и приклеиваем его на термоклей. А дальше вырезаем из картона прямоугольник по размеру дна коробки. Берем кусок ткани по размеру немного больше картонного прямоугольника и приклеиваем ее с изнаночной стороны. Сначала приклеиваем ткань по длине, а только после этого проклеиваем углы. Весь клей наносим только с задней изнаночной стороны, чтобы лицевая сторона получилась красивой и аккуратной. В принципе, по желанию можно использовать не ткань, а те же обои или самоклеющуюся бумагу. И приклеиваем донышко к коробке.
Чтобы закрыть некрасивый переход от донышка к коробке, я сплела косичку из полипропиленового шнура в 6 нитей. Шнур я покупала в фикс прайсе и окрашивала его чайной заваркой. В одном из прошлых видео весь этот процесс я уже показывала. Также можно сплести косичку из джутового шпагата или из пряжи. Косичку аккуратно приклеиваю термопистолетом. И обратите внимание, что стык начала и конца косички должен быть с задней стороны коробки. Чтобы он не портил вид итогового изделия. Дальше из картона я вырезала прямоугольники по размеру внутренних стенок коробки. И оклеила их самоклейкой. Повторюсь, можно использовать все те же обои или любую ткань. Но вклеивать эти внутренние вставки пока рано. Нужно сделать сначала крышку и ручку. Находим у коробки заднюю сторону и приклеиваем с этой задней стороны 3 фетровые полоски. Это будет крепление для крышки. Фетр можно заменить любой плотной тканью. А с лицевой стороны прикрепляем ручку. Ее можно сделать все из той же косички, которой закрывался нижний стык коробки. Можно сделать ее из кусочка ремня. А я купила в Леруа недорогую пластиковую ручку. Размечаем место крепления, прокалываем отверстие шилом. И для большей прочности с внутренней стороны место крепления я промазала термоклеем. Ручку я тоже решила дополнительно промазать термоклеем и прикручиваю ручку к коробке с саморезами. Все, теперь можно вклеить внутрь коробки ранее подготовленные вставки. Стык между внутренними вставками и коробкой закрываю косичкой. Теперь займемся крышкой. Вырезаем из картона 2 прямоугольника, таких же, как вырезали до этого для донышка коробки. Один прямоугольник оклеиваем полосочками из обоев, делая из них плетенку. А второй прямоугольник оклеиваем тем же материалом, которым оклеили внутренние вставки коробки. У меня это самоклейка. Берем прямоугольник, оклеенный самоклейкой, размещаем его на коробке лицевой стороной вниз, вытягиваем фетровые полоски и приклеиваем их термоклеем сверху на крышку.
А фетровые полоски приклеиваем к косичке. Теперь приклеиваем сверху вторую часть крышки, то есть ту, что оформлена полосочками из обоев. Торец крышки декорируем косичкой. Меня немного смущали щелочки между внутренними вставками, поэтому я решила закрыть их пластиковыми трубочками от воздушных шаров. Также можно использовать косичку или деревянные палочки, а можно оставить так, как есть. Все равно это внутренняя часть, и она совершенно не портит внешний вид изделия. Наша корзинка готова, и можно полюбоваться результатом. Как я и сказала в самом начале, корзинок я сделала целых 3 штуки. Не могу сказать, что это очень быстрое занятие. На всю работу у меня ушло примерно 5 вечеров. Но зато корзинки сделаны, можно сказать, из мусора. Мне кажется, это идеальное применение остатков обоев. В общем, у нас снова получилась очень нужная, полезная и красивая деталь интерьера. Надеюсь, этот мастер-класс вам понравился. И если это так, то лучшей наградой для меня станут ваши лайки и комментарии. Ну и, конечно же, ваша подписка на мой канал. А на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всем всего самого доброго. Люблю вас всех и обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока.